Приветствую вас, дорогие друзья, на канале о Таиланде. Мы с вами в прошлом выпуске посмотрели Банана Бич. Это пляж без отелей, который находится на Пхукете. И очень жаль, что нельзя на нем переночевать. Нам он очень понравился. А сегодня мы продолжаем свое путешествие дальше. На какой пляж мы еще не знаем, но спойлер, Кота Ной. Остановимся мы сегодня именно там на несколько дней. Те пляжи, которые мы проехали, я вам их тоже покажу. Но из-за того, что там очень шумно и много людей, нам это не подходило. Итак, ищем тихие, спокойные пляжи для семейного отдыха. Значит, по пути с Банана Бич первым нам попадается Банг Тао Бич. Так, мы приехали на пляж Банг Тао. Что здесь? Здесь мелкий прямо песочек хороший. Вода, видимо, прилив. Слева пляжа нет, но есть замечательный ресторан. Так, а вот справа как раз начинается пляж. Пляж очень большой. И очень много народу. Скорее всего, мы не будем здесь останавливаться и проедем дальше. Смотрите, какая длинная там коса пляжей. Пляж за пляжем. Вот здесь вот выбрасывает медуз. Вот прямо. И рыбки тоже выбрасывают. Патонг Бич мы проезжаем, и мы на нем не останавливаемся. У нас есть видеоролик о нем. Ссылочку вы найдете в описании под этим видео или в первом закрепленном комментарии. Это самый тусовочный пляж на Пхукете. А сейчас мы проезжаем Карон Бич. Ну, тайцы его называют Карон, а некоторые говорят Каран. Я не знаю почему. Неважно. В общем, смотрите, здесь кондик на кондике, домик на домике, через дорогу море и зонтик на зонтике, турист на туристе. Да? То, что как раз вот нам бы и не подошло. Те, кто приезжает в отпуск, безусловно, нужно ехать на такие пляжи, как Патонг и Карон, потому что вы найдете здесь все, от еды, массажки, море через дорогу и любой 7-Eleven, и все на свете, все очень удобно. Но так как мы сами проживаем в Паттайе, нам вот эта суета, она как бы не нужна, и мы наоборот избегаем и ищем уединенных пляжей. Поэтому однозначно вопрос даже не стоит, будем ли мы здесь снимать жилье. Нет, мы едем дальше. Это замечательный, тихий, небольшой и очень уютный пляж с голубой водой, а также приятным спуском в воду. Покупаться просто замечательно, идеально для детей, для взрослых. А также здесь хорошая инфраструктура, есть и постирочные лаундри называются, чуть позже покажу, есть и кафе, и рестораны с морепродуктами, также можно найти экскурсии, ну и другие развлечения. Хотя пляж небольшой, но тем не менее нам здесь очень понравилось. Также есть обменники, 7-Eleven, а также массажные салоны и, конечно, потрясающие закаты. Ну а сейчас давайте послушаем шум волн, посмотрим на прекрасный вид сверху на этот пляж и начнем. И мы нашли на Кота Ной недорогой бангало, тоже через дорогу от отеля. Хотелось в отеле остановиться прямо на берегу, но там все было занято. Смотрите, вариант тоже неплохой. С двумя спальнями, 3400 бат. Вот очень так уютненько достаточно. Так. Большая площадь. Так, диван, значит, телевизор Маша. Это стол, кухня,
То есть можно подогреть чай, тостеры, микроволновку. Вообще готовить можно. Очень удобно. Даже есть вот газовая, с газовым баллоном плита, холодильник. Так, здесь большой достаточно туалет. Душ. Такой очень просторный. Вообще классный, кстати, дом для семьи. Это находится на пляже Ката-Ной. То есть еще и пляж тут классный. А вот это вторая комната для детей может быть использована. Или для другой семьи. Так, везде есть кондиционеры, все хорошо. Прям большая площадь. Вот мне очень нравится, что... И выход прямо на улицу. Бассейн есть на территории. До пляжа где-то буквально 2 минуты пешком вот влево. Итак, мы на пляже Ката-Ной, но прежде чем на пляж двинуться и показать вам его, смотрите, здесь ресторан с живой музыкой. Это мы на территории соседнего отеля. Хотели заселиться сюда, но здесь нету мест. Цена здесь выше, сразу говорю, 8000 бат за ночь. То есть наш домик тут прямо напротив этого отеля. Локации все я оставлю в комментариях. Вот бассейн есть. Так, пойдем посмотрим на пляж. Хорошее место, конечно, безусловно. Жалко, что мест не было. И вообще это того стоит. Я предпочитаю и рекомендую всем: селитесь в хороших местах. У вас будет всегда хорошее настроение. Ничем не испорченное. Так, ванночка для того, чтобы помыть ноги после песка. И вот он такой Ката-Ной. Очень милый, симпатичный, маленький. Пляжи как раз то, что нужно. Зонтики выдаются. У нас в домике тоже бунгало есть. Можно взять, прийти на пляж со своими зонтами. От отеля здесь, естественно, они включены. Песочек беленький, меленький, как мука. Ну и, конечно, волшебные закаты на Пхукете. Да, народу, конечно, много. Вода вообще чистая. Какие волны хорошие, вообще вот в таких покувыркаться классно. Вот мы вышли за пределы отеля, пляжа, и сразу столько народу прям. Так, на этой улице очень много. Вот тут Севен есть, и обменник, и много прям ресторана с морепродуктами, очень приличных таких. Так. White Snapper, Red Snapper. Что там? Креветки, устрицы. Большие креветки. Это обычные? Это большие, огромные просто, больше, чем моя ладонь. А это лобстеры. Так, лобстеры, конечно, уже подороже. Килограмм, но тут одна штука, обычно она 1,5 килограмма вытягивает, может больше.
на 2. Смотря какая. Кальмарчики. Кальмары тоже большие, кстати. Крабы. Так, есть аптека, одежда. Ну, в принципе, такая очень хороший район. Вот массаж девушки предлагают. И такой очень симпатичный ресторанчик. Стейки, сифуд и тайская еда. Такие интересные тук-туки на Пхукете. В Паттайе такие не ходят, так интересные. Я первый раз такое вижу. Такая мини-машинка, мини-вэн. Так, здесь же продают экскурсии. Я рекомендую Семиланы, потому что я была только на Семиланах. Есть вот острова Джеймс Бонда. Но так как мы приехали по делам, то, к сожалению, сейчас посетить экскурсии не удастся. Итак, важная информация. Смотрите, лаундри – это стирка. 50 бат килограмм. А если, чтобы постирать и погладить, 70 бат килограмм. Экспресс – это срочная стирка и глажка, 100 бат за килограмм. Это очень дешево. То есть отдали пакет 2 килограмма грязной одежды и вам принесли, ну, либо на утро за 50 бат, либо через 2 часа за 100 бат. Поэтому очень-очень здорово. И вот это, как если вы живете, да, например, в таких домиках бунгало, как мы, ну, или в отеле, и неохота стирать на руках, например, вот долго, да. Мы 2 недели здесь, и мы стирали на руках, искали лаундри на другом пляже, так ее и не нашли. А здесь прям раздолье, но у нас нету пока грязной одежды. И вот здесь же Топс супермаркет. То есть все то же самое, что в 7-Eleven. Вообще отлично. Дальше тоже там туры, эксчендж, обменники. Ой, тук-туки замечательные вообще. Вообще вечером очень симпатично здесь и тихо. Вот там наверху на горе то ли обзорная площадка с рестораном, то ли ресторан, то ли отель, не знаю что. Ну так это очень симпатично смотрится. Ну а завтра мы доделываем свои последние дела в посольстве Российской Федерации на Пхукете и отправляемся на Краби. Поэтому, если хотите посмотреть обзор Краби, жмите колокольчик, подписывайтесь и до новых встреч. Пока-пока.